Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такого очаровательного медвежонка. Давайте рассмотрим его поближе. Такая симпатичная мордочка, миленькая. Ручки прикреплены на пуговичках. Из-за этого они поворачиваются. Мне нравится, когда игрушки вот такие мобильные. Такой пузатенький, миленький. У него имитация свитерочка. Так он выглядит с обратной стороны. Маленькие ножки. Если вам нравится такой медвежонок, поставьте большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Спасибо, что смотрите рекламу, не пропускайте ее, мне это помогает. Итак, рост медвежонка у меня получился 31 сантиметр. Что нам понадобится? Ну, конечно же, пряжа. Двух цветов у меня использовано. Но если вы вяжете свитерочек каким-то там оранжевым, розовым, то на мордочку вот отдельно белая ниточка понадобится. Но я вязала это одним цветом. Так, крючок, маркер, также ножнички, две пуговички, глазки на безопасном креплении или бусинки. Ну, может быть, вы будете вышивать глазки, это уже на усмотрение мастера. И, конечно же, холофайбер для набивки. У меня он такой плотненький. В ручки я не набивала, чтобы они были мягенькими. Вот такой медвежонок у нас получится с вами в конце видео. В этом мастер-классе мы все с вами подробно разберем, ряд за рядом. Я нашла вот такую шапочку, которую вязала для зайчика. Посмотрите, как он становится симпатичным у нас. Вот так можно на одно ушко. Ссылку на видео по зайчику я оставлю в описании под этим видео. Можно его так одевать, как беретик, или как картузик. Так. Вязать этого медвежонка я буду из остатков пряжи. Мы вязальщицы, у нас остается много неиспользованных ниток. Вот эти Alize Lana Gold вязала детскую кофточку. Сейчас покажу. Так. Камера низко, поэтому не видно. Ну, вот такая аккуратненькая кофточка. И остался вот полмоточка. Не знаю, хватит, не хватит на медвежонка. Но начну из нее вязать. А это Alize Lana Gold Plus. Тоже вязали из нее такой свитер красивый. Но если интересно вам, я покажу потом в отдельном видео эти изделия полностью. Ну, не в этом суть, что пряжа у нас остается полным-полно, нужно израсходовать. Да, эта нитка, конечно, потолще, они между собой не сочетаются, но буду к этой подбирать что-то более подходящее. Я уже начала вязать ручку. Крючком буду вязать 4 миллиметра. Мне нравится эффект, который получается из этой пряжи. Видите, какая у нее окраска неоднородная. Такая пестренькая нитка. И ручки вот получаются, как будто бы они из меха, как шерстяные. Так, ну давайте приступим. Перемотала пряжу в клубочек, чтобы удобнее было вязать. Итак, начинаем вязать с ножек. Делаем скользящую петлю. Одна воздушная петля подъема. И в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем колечко туго, чтобы не было здесь у нас отверстия. Делаем соединительный столбик 1, 2, 3, 4, 5. Вот в первый столбик без накида соединили. Первый ряд у нас готов, 6 столбиков без накида. Вяжем второй ряд. 1 воздушная петля подъема, 2 столбика в следующий столбик, делаем прибавочку, провязали 1, 2, в следующую прибавочку 3, 4, в следующую прибавку 5, 6, в следующий 7, 8, 2 столбика, в следующий 9, 10, прибавочка, и в последний, в шестой столбик провязываем также 2 столбика, 11, 12. Так, туго тут провязала. Второй ряд у нас готов. Так, еще подтяну. Ну, вроде бы не разъезжается нитка. Такая шершавая. И соединяем теперь за заднюю стеночку. Вот у нас первый столбик. За заднюю стенку. Соединили. Второй ряд у нас готов. 12 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. 1 воздушная петля подъема, в этот столбик без накида, также за заднюю стенку, и в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по столбику без накида. Прибавок здесь мы не делаем, и также у нас получится 12 столбиков. 1 провязали, 2, за заднюю стенку не забываем, вяжем 3. Вот у нас петелька состоит из 2 половинок. Крючок вставляем за вторую заднюю половинку. Так. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последний 12. Провязали 12 столбиков, делаем соединительную петлю в первый столбик, третий ряд у нас готов. Вяжем 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ряд, 6 рядов. Вяжутся одинаково, провязываем без прибавок. В каждом ряду у нас будет по 12 столбиков без накида. Прибавок никаких мы тут делать не будем. Давайте 4 ряд провяжем. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида за обе дольки вяжем. В этот же столбик 1 и в каждый столбик провязываем по столбику без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Провязали 12 и делаем соединительный столбик в первый столбик без накида. 4-й ряд готов. Все, вяжем так еще самостоятельно 5 рядов и встречаемся. Ну вот, провязали 9 рядов. Вот что у нас получается. У меня ниточка толстая, поэтому и ножки такие прям крупненькие. Так, все, нитку я отрезаю. Первая ножка готова. Сейчас, подобно первой ножке, нам нужно связать вторую лапку. Давайте свяжем ее самостоятельно, но ниточку мы отрезать не будем, потому что будем продолжать вязать этой ниткой потом животик. Все, вяжем вторую ножку и встречаемся. Ну вот, провязали вторую ножку. Так, ниточку мы не отрезаем. Это конец 9-го ряда у нас. Набираем цепочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. И соединяем с первой ножкой. Присоединяем к любому столбику. Ну вот у меня закончился ряд. Я сюда же рядышком и присоединяю. Так, теперь вяжем туловище. Первый ряд. 1 воздушная петля подъема. Столбик без накида сюда же, куда мы сделали присоединение. Начальный столбик без накида. Давайте мы его пометим маркером. Это первый столбик ряда. Так. И вокруг ножки провязываем еще 11 столбиков. 1 мы сделали и еще 11 столбиков без накида. Итого 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Провязали. Теперь переходим к цепочке из 3 воздушных петель, которая у нас соединяет 2 ножки, и провязываем за одну половинку, за одну дольку цепочки столбик без накида. Здесь делаем, вяжем потуже, чтобы не было дырочки. Прям стягиваем посильнее. Первый столбик, в следующую воздушную петельку второй столбик. Так, нитка пестрая. И в следующую петелечку 3-й столбик без накида. Провязали еще 3 столбика. Теперь вокруг ножки также провязываем 12 столбиков. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Последний столбик по этой ножке.
И теперь нам нужно вернуться вдоль по цепочке и также провязываем за вторую половинку петли в каждый по столбику. 3 столбика у нас здесь должно быть без накида. 1, 2 и в следующий 3. Все, первый ряд у нас готов. У нас получилось 12, 12, 3, 3. 30 столбиков без накида в ряду. Животик мы будем вязать без воздушной петли подъема, будем вязать по спирали. Это у нас первая петля. В нее сейчас будем делать прибавку. Это начало второго ряда. В отмеченный столбик провязываем 2 столбика без накида, 1, и сюда же в эту петлю второй столбик. Давайте пометим также первый столбик ряда. Вот первый столбик, не второй, а первый. Так, далее в следующие 5 столбиков по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь у нас идет прибавочка. В следующий столбик провязываем 2 столбика, 1 и еще 1. В следующие 6 столбиков по одному столбику, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. И теперь в следующие 2 столбика провязываем прибавочки. Первая прибавочка, 2 столбика без накида. И в следующий столбик делаем также прибавочку. В следующие 6 столбиков провязываем по одному. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь прибавочка, 2 столбика, 1 и сюда же второй. Теперь 5 столбиков по одному. 1, 2, 3, 4, 5. В следующий столбик у нас идет прибавочка, 2 столбика. И осталось последние 2 столбика нам провязать по одному. 1 и еще 1. Так, второй ряд у нас готов. У нас получилось 36 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. Снимаем маркер и в этот столбик провязываем первый столбик без накида. И помечаем первый столбик маркером. Это начало третьего ряда. Далее идет прибавочка, 2 столбика. 1, 2. В следующие 12 вяжем по одному. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Провязали 12 столбиков. И в следующие 6 теперь делаем прибавки. 6 прибавочек у нас подряд идет. Это у нас будет животик наш, пузатенький медвежонок. Итак, первая прибавочка, 2 столбика. В следующий столбик опять делаем прибавку. 2 прибавки сделали. Третью прибавочку делаем. Четвертую. Пятую. И шестую. Так. В следующие 12 столбиков по одному. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали. Теперь у нас идет прибавочка. 1 и сюда же второй столбик. И в следующие 3 столбика провязываем по столбику без накида. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд. В следующий столбик провязываем столбик без накида. 1. Это начало 4-го ряда. Также помечаем. И в следующий столбик также столбик без накида. Далее идет прибавка. 1, 2. В следующие 6 столбиков по одному. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. 1 и сюда же второй столбик. Далее в следующие 24 столбика провязываем по одному. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Провязали. Теперь прибавочка. 1. Сюда же второй столбик без накида. В следующие 6 столбиков по одному. Вяжем потуже, чтобы он у нас не просвечивался, был плотненький. 2, 3, 4, 5, 6. Теперь прибавочка. 1,
2 и в следующие 2 столбика по столбику без накида по одному. 1, 2. Четвертый ряд у нас готов. У нас получилось 48 столбиков без накида. Вяжем пятый ряд. Так. 3 столбика без накида, 1. Два, 3. Теперь прибавочка. 2 столбика. В следующие 39 столбиков провязываем по одному. Давайте провяжем их самостоятельно. 39 столбиков и встретимся. Далее идет прибавочка. 1, 2. В следующие 4 столбика по одному. 1, 2, 3, 4. Пятый ряд у нас готов. У нас получилось 50 столбиков без накида. Так. Вяжем шестой ряд. В каждый столбик предыдущего ряда, первый столбик шестого ряда, провязываем по одному столбику. В этом ряду мы не делаем никаких прибавок. 1, 2, 3. И у нас также получится 50 столбиков без накида в этом ряду. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Провязали еще 50 столбиков. Шестой ряд у нас готов. Аналогично шестому ряду давайте провяжем 7 и 8 ряд. В каждом ряду сделаем по 50 столбиков. Давайте провяжем 2 ряда самостоятельно и встретимся. 8 ряд у нас готов. Вяжем 9 ряд. Его я хочу провязать ниткой такого молочного цвета. Это у нас будет как кофточка. Просто привяжу нитку сейчас к основной нити, вот к этой коричневой. Так, и продолжаем вязать ниткой нового цвета. 1 воздушная петля подъема. И в следующий столбик, в первый столбик провязываем столбик с накидом. Его можно не обозначать, он и так отличается по цвету. И по кругу провязываем 50 столбиков с накидом. Вот эту коричневую ниточку мы подтянем, чтобы не было здесь дырочки. 3, 4, 5. Все, вяжем по кругу самостоятельно. У нас будут столбики с накидом. Встречаемся в конце ряда. Провязали 50 столбиков с накидом и делаем соединительную петлю в вершину первого столбика с накидом. 9 ряд у нас готов. Вяжем 10 ряд. Делаем рельефный лицевой столбик с накидом начальный вокруг первого столбика. Выполнили столбик без накида и еще 2 воздушные петли. Начальный столбик с накидом, рельефный лицевой накид. Вокруг следующего столбика заводим крючок сзади наперед, провязываем изнаночный рельефный столбик.
с накидом. Накид. Вокруг следующего вяжем рельефный лицевой. Вокруг следующего рельефный изнаночный. Рельефный лицевой, крючок спереди назад. Рельефный изнаночный вокруг следующего. Итак, вяжем по кругу, чередуем лицевые и изнаночные столбики с накидом. Это у нас имитация резиночки. У нас получится 25 лицевых и 25 изнаночных столбиков. Все, вяжем самостоятельно. Это у нас 10-й ряд. Встречаемся в конце ряда. Провязали последний изнаночный столбик с накидом рельефный и соединяем в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом. Так, 10-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 11-й ряд. Теперь продолжаем вязать по спирали. Провязываем 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. 8 рядов столбиками без накида. Итак, следующий столбик в изнаночный. Давайте провяжем. Это у нас будет первый столбик без накида. Пометим его маркером. И в каждом кругу у нас будет в каждом ряду по 50 столбиков без накида. Вяжем 8 рядов самостоятельно. И встречаемся в конце 18 ряда. Ну вот мы провязали еще 8 рядов. 18 рядов у нас уже готово. Вяжем 19 ряд. С этого ряда мы начинаем делать убавки, чтобы наше тельце уже начинало сужаться. Итак, следующий столбик, столбик без накида. Это начальный столбик. Пометим его. Вяжем 19 ряд. 1 столбик провязали и еще 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Итого 13 столбиков. Так. Если сложить нашу деталь вот так пополам, мы дошли до уголка. Здесь делаем убавочку. Вот она у нас плоская деталь сейчас. Если ее вот так приплюснуть. Так, как делаем прибавку? Вставляем крючок в следующий столбик за переднюю стеночку. Вытянули нить. Вставляем крючок в следующий столбик за переднюю дольку. Вытянули нить. 3 петли на крючке. Закрываем. Выполнили убавку. В следующие 23 столбика провязываем по столбику без накида. Давайте сделаем эти 23 столбика самостоятельно. Провязали. Теперь делаем убавочку. Также вставляем крючок за переднюю дольку, вытянули нитку. В следующий столбик также за переднюю половинку вставили, вытянули ниточку, 3 петли на крючке, подхватываем рабочую нить, закрываем. Убавочка. Далее 10 столбиков без накида. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 19 ряд у нас готов. Вяжем 20 ряд. 1. Помечаем первый столбик. Нам нужно провязать 12 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь убавочка. И вяжем 22 столбика. Далее убавка и еще 10 столбиков. Итого у нас получится 46 столбиков без накида в 20 ряду. Итак, сейчас вяжем 22, убавочка 10. Встречаемся в конце 20 ряда. 20 ряд у нас готов. Вяжем 21 ряд. 17 столбиков без накида. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Теперь убавочки у нас вот здесь впереди будут. Делаем убавку первую. Далее 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Убавочка. И в следующие 15 столбиков провязываем по столбику без накида. Итого у нас получится 44 столбика без накида. Довязываем 21 ряд самостоятельно и встречаемся в конце ряда. 14, 15. 21 ряд у нас готов. Да что ж такое? Вот так. Вяжем 22 ряд. 8 столбиков. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавочка. Теперь провязываем 28 столбиков. Убавочка и в конце 4 столбика. Всего получится 42 столбика в этом ряду. Вяжем самостоятельно. 28, убавка и 4. Вяжем 23 ряд. 12 столбиков, убавка. 18 столбиков, убавка. И последние 8 столбиков. Всего получится 40 столбиков в ряду. Еще раз 12 убавка, 18 убавка,
8. Все, вяжем самостоятельно 23 ряд. Провязали последние 8 столбиков. 23 ряд у нас готов. Вяжем 24. Итак, 16 столбиков, убавка, 10 столбиков, убавка и еще 10 столбиков. Итого 38 столбиков. 16 убавка, 10 убавка, 10. Вяжем самостоятельно. Провязали последние 10 столбиков. 24 ряд у нас готов. Вяжем 25 ряд. 8 столбиков без накида, убавка. 24 столбика, убавка. И еще последние 2 столбика. Итого будет 36 столбиков. 8 столбиков убавка, 24 убавка и еще 2 столбика. 25 ряд у нас готов. Вяжем 26 ряд. 10 столбиков без накида, убавка. Далее 16 столбиков, убавка. И последние 6 столбиков. Всего получится 34 столбика в ряду. Вяжем самостоятельно 26 ряд. 10 убавка, 16 убавка, 6. Провязали последние 6 столбиков. 26 ряд у нас готов. Вяжем 27 ряд. Итак, делаем соединительный столбик в следующий столбик. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. И в следующий столбик также провязываем по столбику с накидом. Всего в ряду у нас получится 34 столбика с накидом. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Провязали последний столбик с накидом и соединяем в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом. Так, соединили. 27 ряд у нас готов. Вяжем 28 ряд. Делаем соединительный столбик спереди назад, заводим крючок лицевой и еще 2 воздушные петли. Выполнили начальный рельефный столбик лицевой. Вокруг следующего заводим крючок сзади наперед, провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. Далее лицевой вокруг следующего. Изнаночный. Итак, чередуем. У нас получится 17 лицевых и 17 изнаночных рельефных столбиков с накидом. Вяжем самостоятельно. Соединили в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика. Нитку я отрезаю. Вот что у нас пока получается. Это у нас спинка, где ниточка заканчивается. Вот. Это животик. Уже можно ножки набить холофайбером. Так, а то еще маркер туда засуну по ошибке. Так.
Это самое мое любимое занятие. Наполнитель туда вставлять. Так, сейчас еще немножечко запихаем. Слишком туго не надо его набивать, все-таки он должен быть у нас мягкой игрушкой. Потом еще наполним. Ножки наши готовы. Вот так. Теперь берем ниточку основного цвета, как ножки у нас, и присоединяем, где мы закончили, за заднюю дольку будем вязать сейчас. Одна воздушная петля, столбик без накида сюда же. Давайте вот так выполним начальный столбик без накида. И в каждый столбик с накидом, лицевой и изнаночный, провязываем по столбику без накида, но за заднюю половинку. И у нас получится также 34 столбика без накида. Это у нас 29 ряд. Вяжем за заднюю дольку. Впереди остается косичка. Все, встречаемся в конце ряда. Провязали 34 столбика. Здесь мы соединительные не делаем, будем вязать снова по спирали. 29 ряд у нас готов. Вяжем 30 ряд. Делаем 7 столбиков. 1, это первый столбик. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь убавочка. Вытянули. Крючок в следующую вставляем, вытянули. Через 3 петли. Сделали убавку. Теперь 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, убавочка. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, убавочка. 5 столбиков далее у нас идут. 1, 2, 3, 4, 5, убавочка. Это уже 4-я убавка в этом ряду. И последний столбик без накида. 1 столбик здесь у нас в конце. 30 ряд готов. У нас получилось 30 столбиков без накида. Вяжем 31 ряд.
10 столбиков провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Убавочка. 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Далее убавочка. И еще 3 столбика. 1, 2, 3. В этом ряду 2 убавки. И, соответственно, 28 столбиков у нас получилось в 31 ряду. Вяжем 32 ряд. 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь идет прибавочка. 2 столбика в 1 столбик, 1 и сюда же второй. Снова 7 столбиков провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прибавочка. Так, тут за 2 дольки нам нужно прибавить. Теперь 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавочка. Это уже 3-я прибавка. Еще 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в последний столбик у нас идет прибавочка. 4-я прибавка. Итого у нас получается 32 столбика в 32 ряду. Так, вяжем 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 9 рядов без прибавок по 32 столбика без накида. Итак, мы с вами провязали 32 ряда. Вот сейчас закончили 32 вязать. Вяжем 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Да, 9 рядов столбиками без накида по 32 столбика. И встречаемся в конце 41 ряда. Итак, мы с вами провязали 41 ряд, начиная от ножек. Посмотрите, куда ушло начало ряда. Если вот так сложить пополам, уже прям в краешек. Хотя мы начинали вот в этой точке. Вот так по диагонали начало ряда у нас ушло. Вот
Теперь вот здесь у нас начинается ряд. Итак, вяжем 42, 15 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Провязали. И теперь делаем прибавочку. В следующий столбик провязываем 2 столбика. 1, 2. Снова провязываем 15 столбиков. Двенадцать, 13, 14, 15. И теперь снова прибавочка. Все, ряд у нас готов. У нас получилось 34 столбика. Вяжем 43 ряд. 16 столбиков. Первый. Второй, третий. Провязываем 16, снова делаем прибавку. Далее 16 и в последний столбик также прибавка. Давайте провяжем самостоятельно 43 ряд и встретимся. Провязали последнюю убавку. 43 ряд у нас готов. Можете как-то его себе отметить, потому что глазки мы будем крепить между 43 и 44 рядами. Я потом просто отсчитаю. Так. Вяжем 44 ряд. В этом ряду нам нужно сделать 6 убавок, и будем мы их делать через каждые 4 столбика. Итак, вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь делаем убавочку. Снова делаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вторая убавка. Подхватываем за переднюю дольку столбика. Снова 4. 1, 2, 3, 4. Убавочка. В 43 ряду у нас было 36 столбиков. Сейчас сделаем 6 убавок, у нас получится 30 столбиков. Все, вяжем самостоятельно. Делаем убавки через 4 столбика. Провязали 44 ряд. Давайте сделаем еще набивку, пока это удобно делать, потому что в последующих рядах у нас будет сужаться и уже будет не так удобно это делать. Давайте сейчас побольше сразу холофайбера туда впихнем. Ну вот, вяжем 45 ряд. Также делаем 6 убавок, но будем их делать через 3 столбика.
провязываем 1, 2, 3 и далее убавочка. В этом ряду у нас получится 24 столбика. 1, 2, 3 и снова убавочка. Все провязываем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Сделали последнюю убавочку. 45 ряд у нас готов. И теперь нам нужно, пока у нас есть такая возможность, вставить глазки. У меня глазки вот такие на безопасном креплении, маленькие. Но если у вас бусинки или бисеринки или пуговички, тоже можно их пришивать. Ну, давайте сейчас это сделаем, пока удобно. Итак, вот у нас 45 ряд, 44, 43. Вот между 44 и 43 можно просто вставить в начале, посмотреть, как это будет смотреться, и если что, переставить. Сейчас мы... Здесь у нас заканчивается ряд, это у нас перед нашей игрушки. Ну вот так, на расстоянии 3 столбиков закрепляю. Очень удобные глазки, быстро и надежно. Вот так, все, глазки готовы. Вот так эти глазки выглядят, глазки для игрушек. Так, и продолжаем вязать. Вяжем 46 ряд. И убавки мы здесь будем делать через 2 столбика. Также провязываем 2 столбика, убавка, 2 столбика, убавка. 1, 'Всегда ставлю маркер, чтобы не разбежаться и слишком не разогнаться и лишнее не связать. 2, теперь убавочка. Снова 2 столбика. 1, 2, убавочка. Все, вяжем самостоятельно. У нас получится 18 столбиков. 46 ряд у нас готов. Давайте еще немножко набьем. Уже отверстие все меньше и меньше становится. Следующий 47 ряд мы будем вязать также 6 убавок через 1 столбик. И у нас получится 12 столбиков. Давайте провяжем 47 ряд самостоятельно. Столбик, убавка, столбик, убавка. И встретимся. Провязали 47 ряд, у нас уже совсем немножко осталось. Теперь вяжем 6 убавок, просто вяжем убавки. Так, первая, вторая,
третье. И еще 3 убавочки. Все, довязали 48 ряд. У нас осталось 6 петель. Нитку я отрезаю, оставляю кончик подлиннее. Сейчас будем закрывать иголочкой. Так, берем иголочку с большим ушком. И в каждую петелечку вставляем иголку и затягиваем. Все, наша деталь готова. Прячем хвостик сейчас вовнутрь. Теперь давайте провяжем ручки. Итак, делаем опять кольцо амигуруми, скользящую петлю, воздушная петля подъема. И в колечко провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо и делаем соединительный столбик. Первый столбик соединили. Первый ряд у нас готов. Далее делаем 3 прибавки. Итак, в следующий столбик вяжем столбик без накида 1, в следующий прибавка 1, 2, в следующий 1, прибавка 1 и последняя, третья прибавка. Итого у нас получилось во втором ряду 9 столбиков. 1, и сюда же второй, это третья прибавочка. Все, далее будем вязать по спирали. Нам нужно выполнить 9 рядов по 9 столбиков. У нас не будет никаких прибавок, убавок. 9 и 9 вяжем 81 столбик по кругу, по 9 столбиков в каждом ряду. Итак, провязали 11 рядов. И теперь в следующем ряду нам нужно сделать одну прибавочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и еще один столбик без накида в этот же столбик. Итого у нас получилось 10 петель в ряду. Так. Все, ниточку мы сейчас будем менять на белую, тем же цветом, каким мы вязали кофточку медвежонку. Эту нитку я отрезаю.
И следующий ряд, 13-й, будем вязать столбиками с накидом. У нас получится 10 столбиков с накидом. Хвостик тоже можно вовнутрь спрятать. Вместо первого столбика 2 воздушные петли подъема и провязываем в каждый столбик по столбику с накидом. Вяжем потуже, чтобы у нас не просвечивалась лапка. 3, 4, 5. Продолжаем вязать. Это у нас 13 ряд. Следующий ряд провяжем. Будем чередовать рельефный лицевой и рельефный изнаночный. Получится 5 лицевых, 5 изнаночных столбиков. И далее 10 рядов вяжем столбиками без накида. Ну вот, провязали 100 столбиков, 10 рядов по 10 столбиков без накида. Теперь делаем 5 убавочек и в конце также иголочкой затягиваем. Итак, вяжем 2 лапки одинаковые. Вот 2 ручки у нас готовы. Пока отложим их, потом сразу все пришьем, ушки и мордочку. Давайте сейчас провяжем вместе ушки. Вязать их просто. Делаем также скользящую петлю. Одна воздушная петля. И провязываем в кольцо 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем колечко. Соединительный столбик мы здесь не делаем. Одна воздушная петля подъема. Разворачиваем в обратную сторону и в каждый столбик провязываем по столбику без накида. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и последний 6 столбик без накида в первый столбик. Так, я его тут туго провязала. Все, провязали 6 столбиков еще. Вот такое ушко маленькое. Закрепляем нитку и оставляем сразу кончик подлиннее, чтобы им можно было пришить. Ушки готовы. И теперь вяжем мордочку. Делаем начальную воздушную петлю. Набираем еще 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Накид. Во вторую петлю от крючка провязываем столбик с накидом. И в следующие 3 петли также провязываем по столбику. Мордочку я вяжу беленькую, чтобы она была контрастной. Так, это начальная петля. Теперь в эту же петлю провязываем еще 3 столбика. Так, под камерой мне не очень удобно. Сейчас, так, еще 1
Итого у нас здесь провязано 4 столбика в начальную воздушную петлю. Закругляем нашу мордочку и теперь вяжем по второй стороне цепочки. Делаем 3 столбика, так, 1, следующий 2, так, под 2 нитки, ниточка двойная, 3, и в следующую петлю провязываем 3 столбика. Здесь у нас тоже прибавка. Вяжем нашу мордочку овальной. Теперь делаем соединительный столбик 1, 2 во вторую петлю, вот сюда. Это у нас 2 петли, как в начальный столбик был, вот в его вершину. Все, мордочка готова, нитку можно отрезать. Хвостик тоже оставляем подлиннее, чтобы им пришить мордочку. Так. Можно сразу вышить, можно потом, когда пришьем, уже к месту. Вот так. Ушки, мордочку и ручки пришиваем под резиночку. Вот у нас резиночка вверху. Я буду вниз вот так пришивать. Но, может быть, сделаю сейчас и на пуговичках. Сейчас найду подходящие пуговички и пришью пуговички для красоты. Это будет как дополнительное украшение. Все, собираем самостоятельно нашего медвежонка. Ну вот, я пришила ушки нашему медвежонку, мордочку, вышила носик черной ниточкой, пришила ручки, сделала их на пуговичках, подобрала их подходящего цвета и размера. Ручки поворачиваются. Очаровательный и милый мишка у нас с вами получился. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такого уютного медвежонка. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч. Пока-пока.